Как устроен образ-символ и как он работает? Начнем с одной небольшой миниатюры. Это Гелиос из Бристольской псалтири, одной из немногих сохранившихся так называемых псалтирей с маргинальными иллюстрациями. Мы уже немного говорили о них в передаче о Райской горе. Миниатюры на полях рукописи здесь не просто иллюстрации, но комментарии к псалмам. Эта миниатюра иллюстрирует Псалом 49. «Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада». Квадрига похожа на настоящую. Но что с Гелиосом? Почему он превратился в подобие штандарта? Бристольская псалтырь датируется XI веком. Но ее мастера использовали в качестве образцов более ранние рукописи, в основном такие же псалтыри с миниатюрами-комментариями на полях IX-XI веков, но также рукописи доиконоборческого периода, видимо, сирийского и александрийского происхождения. Вот так выглядит квадрига Гелиоса в так называемой псалтыре Теодора. Очевидно, источником нашей миниатюры была какая-то другая рукопись. Но какая? И откуда в ней такое странное изображение? До иконоборческих рукописей сохранилось совсем мало. Можно буквально на пальцах одной руки пересчитать. Так что совсем непросто найти прототипы. Но тут нам может помочь монументальная живопись. В основном мозаики. Фрески ведь тоже хрупкая материя. Параллель к миниатюре с квадригой Гелиоса обнаруживается в совсем неожиданном месте. На мозаике V века из синагоги в Ципоре, исторической столице Галилеи. В центре квадрига Гелиоса, вокруг знаки зодиака и аллегории времен года. Вернемся к этой мозаике немного позже. Попробуем сейчас разобраться, как вообще изображение Соль Инвиктус, непобедимого солнца римского извода Гелиоса, могло оказаться на мозаичном полу синагоги. Это не единственная подобная мозаика. Мы знаем еще как минимум 3 таких изображения в римско-византийской Палестине. Вот, например, мозаика приблизительно того же времени, может быть, немного более ранняя, из синагоги в Тверии. Здесь Гелиос изображен вполне в греко-римской традиции. Вот мозаика VI века из синагоги в Бейт-Альфе на севере Израиля. Композиция, как мы увидим, стандартная, а схематичность изображения скорее следствие мастерства мозаичистов. Почему на мозаиках синагог появляется языческий Гелиос? Среди ученых сегодня нет согласия. Некоторые считают, что эти изображения были заказаны эллинизированными еврейскими элитами. Другие говорят, что всю мозаичную панель следует понимать на основе раввинистических текстов. Есть мнение, что зодиакальный круг функционировал как литургический календарь. Мартин Гудман предположил даже, что Гелиос представляет еврейского бога. Конечно, в псалмах говорится, что Господь Бог есть солнце и щит, но, пожалуй, это слишком смелое предположение. Скорее, это изображение должно было утверждать мысль, что все мироздание с солнцем, звездами, сменой времен года, идущих своим чередом, послушно только одной воле – воле своего Создателя. «Сияющее солнце смотрит на все, и все дело его полно славы Господней», написано в книге «Премудрости» Бен-Сираха. В раввинистических текстах и в пиютах еврейской литургической поэзии первых веков солнце ассоциируется с мудростью и праведностью. По словам Филона Александрийского, солнце – это священная свеча, которая является видимой нами имитацией божественного света. Возможно, эти мысли были заложены в изображение солнца в позднеантичных синагогах. Сами же мозаики были построены в соответствии с уже существующими и довольно популярными иконографическими схемами. Одна из этих схем – Соль Инвиктус императорского типа, как на мозаике синагоги в Тверии. Сложилась приблизительно в III веке. Правую руку Гелиос держит поднятой, как будто в приветствии. Значение этого жеста до сих пор загадка, но его историю в изображениях солнечного бога можно проследить до IV века до нашей эры. В левой руке Гелиос держит кнут, свой постоянный атрибут, и сферу мира, как державу. Это уже находка императорского Рима. Есть немало монет с Гелиосом, изображенным в таком иконографическом изводе. Особенно же он был любим Константином. В 316-320 годах обратившийся в христианство император даже чеканил золотые солиды, на которых рядом с ним изображен Гелиос, чьи атрибуты Константин забрал себе. Правая рука императора поднята в приветствии, в левой он держит сферу мира.
Но, кажется, христиане первых веков вообще не торопились расставаться со своими языческими богами. Вот прорисовка XVII века несохранившегося хронографа 354 года, заказанная христианином Валентином и иллюминированная христианином Филокалом. Появляется такая иконографическая схема и в раннехристианских храмах. Вот, например, мозаика V века из церкви святого Иоанна на греческом острове Астепалея в Эгейском море. Не так уж и близко к Твери, но иконографическая схема абсолютно идентичная. Правда, здесь Гелиос уже не просто фигуративное изображение бога Солнца, но знак Христа Пантократора. Вторая схема, появляющаяся на мозаиках синагог, Гелиос на колеснице, запряженной квадригой. Мы встречаем ее и на языческих мозаиках, и на эллинистических римских монетах. В античном искусстве чаще встречается другой извод. Мы видим колесницу в 3/4, но фронтальная композиция тоже была прекрасно известна. Эллинистический мир донес ее даже до Индии. Появляется она и в рукописи подручных таблиц Птолемея IX века, и, как мы видели, в псалтырях с маргинальными иллюстрациями. Почему же в синагоге в Ципоре фигуративное изображение Гелиоса было заменено на нефигуративное? Возможно, общину этой синагоги и заказчиков мозаики смущало такое прямое заимствование из мира языческих образов. Их использование даже в качестве знака казалось им недопустимым. В то же время у нефигуративного изображения Гелиоса есть своя длинная история в античности. Во-первых, Гелиос занимал важное место в сложном мире эллинистических и римских синкретических мистерий. Не будем сейчас пытаться распутать этот хитро устроенный клубок, но в результате Гелиос оказался связанным и с загробным миром. Вот надгробный алтарь I века, где солнечная корона на голове у девушки указывает на полное очищение ее души. Мистериальные религии часто прячутся за знаками и символами. И вот алтарь из Пергама II века до нашей эры, где изображена уже знакомая нам квадрига Гелиоса, но вместо сияющего бога – солнечный знак. Но все же эта история очень далека от византийской Палестины V века. Гораздо ближе и географически, и по времени один вполне конкретный эпизод. В сирийской Эмесе находился храм солнечного бога Элагабала – Баала Эмесы. В храме же хранился нефигуративный симулякр Элагабала – Байтил. Часто байтилами становились метеоритные камни, как и в случае Байтила и Элагабала. В конце II века сирийско-финикийская императорская династия Северов принесла солнечный культ и в Рим. Жена Септимия Севера, Юлия Домна, была как раз из Эмесы. И, как пишут хронисты, солнцепоклонничество расползлось по империи. В 20 же году III века император из той же династии Марк Аврелий Антонин, которого после его смерти прозвали Гелиогабалом, объявил Элагабала верховным божеством римского пантеона и торжественно перевез его Байтил из Эмесы в новопостроенный римский храм. В честь этого события были отчеканены и монеты всех достоинств. После недобровольной смерти Гелиогабала Байтил был возвращен в Эмесу, но монеты остались в ходу. Конечно, неправильно будет утверждать, что заказчики мозаики в Ципоре вдохновились именно этой историей. Тем не менее, с идеей нефигуративного изображения Гелиоса они, безусловно, были знакомы. Несмотря на сложное культурное и религиозное устройство римского мира, даже самые удаленные друг от друга провинции находились в постоянном обмене текстами, поэтическими формулами, образами, в которые мог вкладываться новый, иногда даже диаметрально противоположный смысл. И мозаика из Ципори – прекрасное тому подтверждение. Что же касается Гелиоса из Бристольской псалтыри, то тут можно говорить о прямом влиянии сиро-палестинской изобразительной традиции. К сожалению, утеряно связующее звено, но всегда остается надежда, что когда-нибудь оно найдется. С вами была Зинаида Яровская, программа «Бог в деталях». Смотрите наши следующие расследования через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».